Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вебинар по использованию нейросетей в продвижении сайтов. И я рад представить вашему вниманию Артёма Акулова. Артём, привет! Привет, привет, Михаил, всем привет. О чем сегодня пойдет речь? Сегодня поговорим про поиск и сетап дропов, то есть дроп-доменов. То есть я подготовил такой доклад, где буду рассказывать о том, как использовать нестандартные методы для поиска дропов и как все это очень быстро настраивать с помощью нейронок и вообще какие нейронки, какие сервисы сейчас самые крутые для SEOшников, для SEO-специалистов, для тех, кто продвигает там свои либо клиентские сайты. Мгм. Очень интересно. Я очень люблю твои вебинары и всегда нахожу в них новые идеи. Поэтому спасибо тебе большое, что снова Спасибо. пришел. И все тебе слово. Слушаем внимательно. Так, У тебя ну, кружка кто такая меня... крутая. Да, Вообще вот. огонь. Слушай, С вообще. медведем. Это с Карелии откуда-нибудь, нет? Купил в Выборге. В Выборге, ага. Ну, круто. Ну Да, там все, целый такой магазинчик есть крутой. мы все Вот. внимание. Ладно, все, погнали. В общем, кто меня не знает, меня зовут Акулов Артём. Я продвигаю собственные клиентские проекты с 2014 года. За это время у меня накопилась достаточно большая экспертиза по SEO-шке, по накрутке ПФ и по аналитике веб-проектов. У меня также большая экспертиза продвижения интернет-магазинов, медсайтов, сервисных бизнесов и самых разных различных там ниш. Также я делаю собственные гейминг-проекты на зарубежных рынках. Так, по поводу, с чего мы стартанем. Мы стартанем с того вообще, что такое Common Crawl. Все, я думаю, знают, что есть так называемая там база, то есть это веб-архив. Есть различные аукционы, где можно там покупать домены, где можно анализировать домены. Вот. По веб-архиву, в основном работа идет с контентом, то есть выгружается контент, восстанавливается контент, там сопоставляется там различный контент. Вот. Но практически никто не рассказывает про еще одну, так сказать, огромную базу данных с сайтами, с просканированными сайтами, а она в каких-то моментах намного даже превосходит веб-архив по полноте и по различным метрикам. И называется она Common Crawl. Соответственно, что это такое? Это и краулер гигантский, и огромная база данных. Он работает с 2011 года и ежемесячно сканирует миллиарды страниц в интернете. Вся его база, так сказать, она размещена в Amazon S3 хранилище, и доступ к ней предоставляется бесплатно. Что касается веб-архива, там достаточно жесткие лимиты на парсинг, на выгрузку, а сервисы по какой-то систематической там выгрузки контента, они практически все платные. Вот. Это связано как раз с лимитами, то есть веб-архив, он защищается от сканирования. Какие еще есть минусы у веб-архива? Начнем, точнее, с плюсов. Из плюсов, то есть это очень простой и легкий доступ к данным в веб-архиве. То есть мы можем вручную зайти по любому сайту, проверить, какой был контент, с каких времен он там сканирует, с какого года и так далее. В Common Crawl немного не так. То есть там структура баз данных, она очень сильно отличается. Соответственно, плюсов. Что у нас еще есть? Сервисы по выгрузке контента. Собственно, и все. То есть такая автоматизация. Что по минусам? По минусам, например, я, как, допустим, владелец какого-то сайта, могу отправить официальный юридический запрос в веб-архив и попросить их полностью удалить информацию о моем сайте, удалить вообще полностью все отсканированные там страницы, документы и так далее. И эти запросы довольно часто удовлетворяются. То есть можно зайти, проверить какой-то популярный, допустим, сайт, а данных по нему вообще никаких нет в веб-архиве, никаких снапшотов, ничего. Но в Common Crawl все
абсолютно наоборот. То есть там данные не удаляются и хранятся достаточно долго. Соответственно, как там представлены данные? Это веб-граф, то есть структура математическая всего интернета. Домены — это вершины, ссылки — это ребра. OpenClaw, он считает автоматически две метрики, то есть это PageRank и Harmonic Centrality. Соответственно, PageRank можно спокойно накрутить, с этим проблем нет, но Harmonic Centrality накрутить невозможно именно ссылками. Что это такое? Этот параметр определяет близость сайта в графе к остальным сайтам, то есть тематичность. И ссылочными там фермами, прогонами это никак не скорректировать. И в чем еще один, так сказать, момент? В OpenClaw содержатся домены, по которым обучались абсолютно все нейронки. То есть это и ChatGPT, и все нейронки антропика, и до сих пор обучаются. Ну, абсолютно все LLM, которые представлены, они гуляют по базе данных OpenClaw и сканируют определенные сайты с определенного года, соответственно, и у них уже сформирован список достоверных источников. То есть, когда мы ловим какой-то домен, дроп в OpenClaw, соответственно, инструкция будет, я покажу, где ее посмотреть, как это делается через AWS. Соответственно, он обладает очень большим трастом, в основном с ИИ-сервисов, то есть со стороны нейронок. Да, он будет и нормально, ну, когда контент восстановится, он будет нормально индексироваться и в Гугле, он будет страницы, новые страницы, которые будут индексироваться в Гугле, они, соответственно, намного быстрее будут занимать топ, нежели это были бы страницы на каком-то новореге. Вот. Ну, не берем EMD-домены. Соответственно, но что касается нейросетей, он там появится достаточно быстро, то есть там в пределах там, 6 месяцев, ну, от 3 там, да, до 6 месяцев ориентировочно. И дальше нейронки чекнут, что домен живой, на нем обновляется информация, и включат его, так сказать, ну, в отслеживание. Отслеживать они будут также через OpenClaw, то есть и ChatGPT и прочие LLM-ки, они ежемесячно проходят сканирование там терабайтов данных из этой базы данных и актуализируют данные. То есть какой домен мертвый, какой домен работает, где обновляется информация, где нет. Вот. И таким образом можно найти домены, которые у нас будут одинаково хорошо расти и в Google, и в видимости сервисов различных, которые работают на искусственном интеллекте. Как все это искать? Ну, это скриншот я скинул так для наглядности. Там пачка команд, то есть это в первую очередь нам нужно засетапить AWS, соответственно, учетку. Вот. Ну, я тоже скину, там короткая инструкция небольшая. Вот. Пока статью еще на сайте не выложил, я думаю, сегодня к вечеру выложу уже, и она будет доступна. Я думаю, Михаил скинет там ссылку там в описании, можно будет кликнуть, да, посмотреть. Вот. Соответственно, там два блока. То есть первый — это сетап учетки AWS, Amazon Web Services. Очень просто. Причем при регистрации там еще дают эти на 6 месяцев эти какие-то, ну, в общем, бонус какой-то денежный, то есть там 100 с чем-то долларов. Вот. И, по сути, платить там на начальном этапе вообще ничего не нужно. То есть бесплатно зарегистрировался и бесплатно пользуешься AWS. Соответственно, через какой сервис AWS это делается? Называется AWS Athena, то есть там мы получаем полный доступ к базе данных, чтобы SQL-запросами вытаскивать различные домены за самые различные года и выгружать все, что нам нужно. Вот. SQL-запросы тоже в инструкции приложу, вот, и дальше можно
брать различные индексы за различные года и выгружать оттуда списки доменов. После этого можно все это, вот здесь на скрине видно, либо скопировать таблицу вот эту вот полностью, либо загрузить CSV-файл. Ну, я загружаю CSV-файл и отправляю в Claude, чтобы он мне сегментировал домены. Ну, какие-то gov домены, там государственные, понятно, что там не зарегистрируешь никак. То есть он отсекает домены какие-то служебные там и так далее. Вот, оставляет только те, которые нужно пробить на доступность. Вот, и, ну, дальше для пробива можно использовать абсолютно там любые связки, там, кто как пробивает, через API-шки, через апарсер, там, вообще как угодно. Вот, и на выходе мы можем получить огромный список доменов, которые свободны и которые присутствовали в индексе OpenClaw по нашим параметрам. Вот. И, соответственно, дальше уже смотреть детально какие-то домены, что там было по Ahrefs, там, и так далее, и так далее. Вот. И таким образом можно отсеять неплохое количество, соответственно, доменов, с которыми дальше можно работать. Кстати говоря, некоторые домены будут отображены как премиум, то есть они торгуются на аукционах, их можно будет выкупить. Вот, и эти домены, они представляют собой как раз большую ценность, нежели какие-то другие домены в аукционе, потому что вообще в аукционах, в Ahrefs, в Semrush нету никаких показателей метрики, Harmonic Centrality, которая есть в OpenClaw. Соответственно, вычленить эти домены по этой метрике из этих сервисов невозможно. Она просто нигде не отображается, нигде не отображена, не настроена. Вот, это что касается поиска дропов. Теперь такой момент. Допустим, мы дроп нашли, как-то выгрузили с него контент и хотим засетапить. То есть, ну, не банально на WordPress, где все очень долго грузится, где понятные футпринты там, и так далее, а я бы рекомендовал это делать на статическом HTML. Как это делается? Вообще, по поводу сетапа нейронок. Сейчас, на данный момент, топовые нейронки для кодинга, для написания текстов, для различных там логических задач — это однозначно Claude, Sonnet 4.6, Opus 4.8, тоже достаточно хорошо работает. То есть Claude здесь топ-1. Для исследований, если мы хотим сформировать information gain, например, именно чтобы разместить в контенте, чтобы это подхватили нейронки, то здесь, естественно, выигрывает абсолютно точно Grok. Grok очень круто и очень быстро ищет информацию, то есть там несложно настраивается агент, я дальше покажу как, и, соответственно, дальше ему там пишешь запрос, там, пишу статью про ремонт крыш там в Нью-Йорке, например, вот, и он тебе просто пачку там различных ссылок на PDF, на законы, на всякие их там регламенты просто скидывает, это все можно использовать в статьях. Так, вернемся к настройке HTML-сайтов на статике. Ну, используем Claude, естественно, весь код вместе с сопутствующими там иконками, файлами, там, фейвиконами и прочее, он генерит за один промпт. В чем прикол вообще статического HTML? Эти сайты очень удобно хостить на Cloudflare. У Cloudflare есть свой MCP-сервер, то есть мы можем прямо из командной строки залить, вообще, в принципе, обновлять сайт практически там в реальном времени. Либо можно разместить его на обычном shared хостинге, там какой-нибудь Biget, там Regru, там еще что-то, и спокойно все будет работать. Также, там, не знаю, мой сайт работает тоже на статическом HTML, и никаких проблем вообще нет. Здесь у нас, соответственно, полная автоматизация доступна, если у нас сайт таким образом сделан.
То есть есть соответствующие сервисы, я о них дальше расскажу, которые могут там с определенной там периодичностью сканировать Search-консоль на наличие каких-то упущенных там ключевых слов или на ключевые слова, которые могут быстро вырасти, если исправить там то-то, то-то там в контенте там и так далее. Вот. И если у нас, соответственно, настроена связка ИИшных агентов для аналитики Search консоли, для того, чтобы после этого он по определенному промпту переделывал контент и дальше сетапил HTML, автоматически заливал на хостинг, то у нас получается такая автоматизированная система. Вот. В этом плане, конечно, Cloudflare выигрывает, то, что у него есть MCP-сервер, вот, через который идет обмен данными, ну, вот, и можно заливать очень быстро и обновлять в реальном времени статические HTML-сайты. Статические HTML-сайты я, кстати, рекомендую делать без каких-либо фреймворков, не перегружать всякими CSS, скриптами. И очень часто такие сайты показывают 100 из 100 в PageSpeed Insights. Соответственно, чтобы довести до сотки на мобилках сайт на WordPress, но это надо просто на голове стоять и не знаю, что еще делать. И всякие кэширования подключать, и что только там не делается. Вот. А здесь довольно все просто и быстро. Также стоит отметить, что у статики есть безопасность и надежность, то есть нет админки, нет баз данных, нет ничего, взламывать нечего, то есть это просто HTML-страница. То есть если нет уязвимости в хостинге, если данные там учетки не взломаны, то есть все это будет достаточно стабильно работать. Промпт можно кликнуть из презентации, либо там Михаил разместит в описании, в этой, ну, короче, ссылка под видео будет. Вот. И там достаточно объемный промпт, который скармливается Claude, вот, и его можно оптимизировать под себя. Вот. У меня там промпт, он вообще генерит полностью там и HTML, схема.org и прочие разметки полностью в автоматическом режиме, то есть абсолютно с этим не запариваешься. И бонусом, то есть он еще, потом еще код-ревью делает, все ли правильно сделано. Вот. Ну, в общем, очень удобно, в этом плане рекомендую. По поводу Information Gain. Information Gain — это как бы добавленная ценность в наш контент. То есть, чтобы контент, который мы создаем, опять же, на дропе, на который мы нашли в OpenClaw, либо на EMD-домене, либо, ну, в принципе, на любом сайте, желательно указывать ссылки на какие-то дополнительные источники, цитаты из этих источников. Ну, вот. И соответствующий промпт у меня, в принципе, тоже есть. То есть его можно кликнуть, посмотреть по ссылке. Как засетапить в Гроке. Заходим там в проекты, там на русском языке все, проекты, новый проект, используем, просто копипастим промпт, туда сохраняем, заходим в этот проект и отправляем ему тему статьи, которую мы пишем. Ну вот, Grok задаст уточняющие вопросы, то есть на каком языке нужно, из каких гео там и так далее, и так далее. Ну вот, и найдет очень быстро очень большой перечень документов, которые можно будет уже использовать в нашем контенте. Так, теперь перейдем к следующему блоку. Это ссылки. Естественно, даже, ну, неважно, это у нас дроп или это EMD-домен, который мы качаем, его желательно усилить различными типами ссылок. Понятно, что есть Outreach, понятно, что есть там Miralinks, там и так далее, и так далее. То есть это все, в принципе, все этим пользуются. Вот. Но как сделать это в автоматическом режиме? То есть как нам построить ссылки в автоматическом режиме? И здесь у меня будет как раз блок про софт для построения уровней как раз ссылок в автоматическом режиме. Соответственно, по поводу уровней ссылок у нас есть с Михаилом отдельный вебинар, то есть можете его посмотреть, январский, он, в принципе, актуальный. Вот. Зачем уровни ссылок, почему это работает лучше, чем одноуровневые ссылки и так далее, и так далее. Я рекомендую как раз посмотреть предыдущий мой видос по этой теме, и там станет все понятно. Так, теперь по поводу софта. Ну, GSA, он в основном, конечно, для уровней, и
там разобраться достаточно сложно. Хрумер это в основном для ссылочных прогонов. В нем разобраться достаточно просто, и там не так много настроек, как в GSA. Есть также аналоги для построения уровней ссылок, то есть это достаточно старые софты, это Ranker X, MoneyRobot, SEO Автопилот. Вот, этими софтами достаточно много людей пользовались в свое время, но по отзывам сейчас в них такая, малоактуальная база, много неработающих сайтов, вот, и есть нарекания по работе. Вот, я пользуюсь софтом SEO Neo. Это софт среднего, так сказать, уровня сложности, и он отлично строит уровни ссылок по самым разным схемам. А также схемы можно делать самостоятельно, там, на свое усмотрение, там, в специальных там редакторах, в редакторе диаграмм, короче. Вот. По поводу SEO Neo. Там есть, которые мне нравятся, две прикольные стратегии, которые дают хороший результат, хороший выхлоп. То есть это стратегия для того, чтобы, мы развернули там дроп, или мы развернули EMD-домен, и надо его качнуть хорошими безопасными ссылками. То есть это... Первая стратегия — это Domain Authority Staking, и вторая стратегия — это RD100, то есть для усиления уже существующих статейных ссылок. Вот. Перейдем, соответственно, к первой стратегии. Вообще, что это такое? Это достаточно мягкий подход к построению ссылок для EMD-доменов, для дроп-доменов, который позволяет улучшить и нарастить довольно быстро авторитет сайта. Иерархическая структура для передачи авторитета такая. На первом уровне стоят блоги на Web 2.0, ссылаются напрямую на сайт. На втором уровне идут дополнительные статьи на Web 2.0, которые также ссылаются на уровень 1. Соответственно, основная задача — создать стэк из релевантности и ссылочного веса через качественные блоги на известных сайтов. Соответственно, они абсолютно безопасные для проставления ссылок, и никаких санкций за них там не получишь. В месяц можно спокойно делать 3-5 компаний Domain Authority Staking, и в принципе они достаточно хорошо отрабатывают. То есть первоначальный какой-то траст или нарастить траст немного после простоя домена, вот эта компания достаточно хорошо отрабатывает. Структура следующая, то есть это Web 2.0 блоги, они, соответственно, ссылаются друг на друга и передают вес на наш money-сайт, на основной домен, либо, соответственно, на страницу на нашем домене, на конкретную. Теперь по поводу усиления ссылок, которые уже есть на нашем сайте. Это может быть дроп-домен, это может быть EMD-домен, на котором мы закупили там, 20 статейных ссылок на Миралинксе, например. Это может быть наш обычный там сайт, который не на дропе, не на EMD-домене, просто на каком-то там домен какого-то бренда. Вот. Эта стратегия именно для прокачки уже существующих статейных ссылок. Соответственно, в чем суть? Данная стратегия, она не применяется напрямую на основной сайт. Она работает только для статейных хороших ссылок, которые нам нужно усилить уровнями. Как работает? В Ahrefs можно выгрузить там best links, там, либо, если вы знаете, соответственно, ссылки, которые вы проставляли, хорошие, там, до 100 штук, в принципе, в месяц можно делать. И строим на них уровни через компанию RD100. То есть на первом уровне у нас Web 2.0 блоги, авторитетные ссылки, соцзакладки и PDF-загрузки. На втором уровне ссылки менее качественные, то есть это соцзакладки, профили и сокращалки URL. Соответственно, даже если RD100 даст 10% прироста эффективности текущему ссылочному профилю, это может оказать как бы решающее влияние на улучшение видимости сайта и улучшение видимости по сравнению с конкурентами. То есть существующие ссылки, они будут работать намного лучше.
Как выглядит структура? Это скрин из программы, то есть на втором уровне у нас вот закладки, сокращалки URL, профили с Web 2.0. На первом уровне у нас Web 2.0 блоги хорошие, авторитетные ссылки, соцзакладки более высокого качества, PDF-загрузчики, ну, там, где загружается PDF-ка, там, где содержится наша статья, и из этой статьи есть ссылка на наш сайт, это тоже работает. И соцзакладки низкого качества, ну, такого среднего качества, вот, они тоже, соответственно, через уровни ссылаются на наш сайт. Так, теперь по поводу инструментов автоматизации. Вот, я, в принципе, уже об этом говорил. То есть, что работает сейчас на данный момент лучше всего? Ну, Claude — это тексты, кодинг 100%, аналитические задачи, визуализация, отчеты. Есть модуль в Claude Desktop, дизайн называется, он вообще просто великолепно работает. Grok, Research однозначно. Сервис Cogny, можете загуглить, что это, зарегистрироваться там. Cogny — это такая ИИ-платформа для такого автоматизированного управления SEO-шкой, ну и, в принципе, маркетингом. То есть там для Рунета из интеграций, ну, полезно, наверное, будет это Bing Webmaster Tool и Google Search Console. Вот. Но если у вас есть зарубежные сайты на продвижение, и они используют Google Analytics, они используют Google Ads, они используют платежную систему Stripe, они используют там, ну, кучу различных всяких там сервисов и рекламных кабинетов, то это все можно синхронизировать с помощью Cogny в ваш Claude. Соответственно, с помощью команд, то есть там, например, набираешь /SEO monitor, такой-то домен, и напиши там аудит Google Search Console, что улучшить, что имеет потенциал роста, самый быстрый там и так далее. И он делает полную выгрузку без BigQuery, без какой-то там сложной синхронизации, как это делалось в N8N. Вот, то есть систематизирует данные и предоставляет, соответственно, аналитику, отчет. Вот. В этом плане, конечно, N8N, он немножко уже отходит в прошлое, хотя буквально года полтора назад это все только появилось. Вот. Но уже это все как бы становится менее актуальным по мере развития нейронок. Вот. Соответственно, в Cogny также можно настроить ему правила, чтобы он вообще управлял рекламными кампаниями, и он часто это делает намного лучше, чем человек. То есть, ну, опять же, это актуально только для зарубежного сегмента. В Рунете это просто не работает, то есть у нас нет ни Google Ads, ни различных там соцсетей запрещенных, вот, там просто на Рунет ничего не запустишь. И OpenClaw, то есть это, что это такое? Это такая софтина, такой личный помощник для автоматизации ежедневной рутины. Ну вот, помимо поддержки самых разных LLM-ок, он имеет интеграцию с файловой системой компьютера, и на него можно запрограммировать выполнение различных действий, то есть там в такое-то время там сними там позиции по сайту, сделай отчет, систематизируй информацию там и так далее, или там подтяни информацию из CRM-ки, там из системы управления проектами, все это сведи в отчет там и прочее, прочее. Ну, вот, то есть он убирает огромное количество рутины. В принципе, по OpenClaw можно вообще делать отдельный вебинар, потому что система очень многосоставная, там очень много настроек, там можно ему скормить, например, ну, если вы ведете, допустим, в Obsidian, там какие-то заметки, ну, там базу данных, например, базу знаний по SEO, допустим, можно это все ему скормить, и он будет руководствоваться вот этой информацией при принятии каких-то решений там и так далее, и так далее. Ну, вот, то есть OpenClaw — это такой
такой очень серьезный инструмент. Вот. Я бы, кстати, ставил даже на отдельный какой-то компьютер, либо на выделенный сервер, вот, потому что пускать его на ноутбук рабочий, либо на стационарный ПК свой рабочий, ну, достаточно стрёмно. Вот, у него, ну, он может просто и почту читать, и все подряд вообще делать. Вот. В принципе, на этом у меня все. То есть сегодня уложились более быстро. Вот. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну и также можно написать мне, если есть какие-то вопросы, вот, или нужны какие-то дополнительные ссылки, которые по данному вебинару, вот, можно ко мне обратиться напрямую. Артем, большое спасибо тебе. Кратко, сжато и все по делу. Прям огонь. Хотя я, честно, думал, что час, полтора, два будет. Но сейчас Я лето, вырезал, хочется всем да, отдохнуть, правильно? Поэтому ты молодец я в вырезал летнем режиме. Да, я вырезал про АВС вот А, из первого, потому что там команды, во-первых, их объяснять достаточно долго, проще в мануале один мгм, раз прочитать, и все. А во-вторых, они долго выполняются, то есть он там, когда вот в логе смотришь внизу, в АВС команду ввел, там нажал, там run, вот, и он там сканирует файлы там 2 терабайта, типа там 3 терабайта, то есть пока это все по это, там, то есть, ну, где-то полчаса или там минут 40 на это все уходит просто, чтобы данные просканировать. Ну мгм, вот, как бы, ну, кому надо, зайдут, выгрузят в свободное время, да и все, по инструкции, вот. мгм. Поэтому я сократил так. Отлично, большое спасибо. Вот вопросы, конечно, есть. Первый вопрос, как презу получить? Презу получить очень просто. Через Да, час-два после презентации я обычно все размещаю под видео, если не усну. Но не усну, все нормально. Так, да, презу следующий будет вопрос. ссылка на это, на Ага, Яндекс.Диск будет. ага. Спасибо, Артем. Кстати, я вот буквально сегодня с отпуска вернулся и запилил бота себе в Telegram, ну, Ага, сжатие PDF-файлов. Вот мне презентации спикеры присылают после вебинара, бывает там 35 мегабайт, бывает еще сколько-нибудь. ага. А бот у меня будет делать 3 опции: легкое сжатие, среднее и такое суровое. И примерный размер файла будет показывать. То есть вот буквально сегодня в Claude запилил, шикарная штука. Мгм. Вот поэтому большие презы буду сжимать, чтобы вам легко было там все быстро и место не забивалось, короче. Правильно. Место в интернете не Вот. резиновое, так что не надо Да, тут. точно. И Так, такой короче, вопрос. какие, да, метрики Какие метрики дроп-доменов. дропов, которые гарантируют успех и в Google, и в нейросервисах, на твой взгляд? Вот на что? Самая главная метрика, это я на первом слайде презы, это Harmonic Centrality. Вот, соответственно, это близость в графе ко всем остальным, близость сайта в графе ко всем остальным доменам. Вот, соответственно, чекаем ее, она чекается, ну, по моей инструкции, которая будет вот здесь. Вот, я ее пока, вот прямо сейчас ее не выложил, вечером ее залью, вот, Мгм. и там можно выгружать домены и смотреть. Вот, но опять же, там могут быть домены, которые уже отработали. То есть кто-то их до вас быстрее нашел, кто-то их прожег уже на какой-то гэмбле, там, на казинохах там, и так далее. То есть на них уже, может, висел какой-то адалт сайт. То есть в любом случае проверять надо. Но вот это вот Harmonic Centrality, это вот первоочередное, на что стоит ориентироваться именно в OpenClaw. И данной метрики нету ни в Ahrefs, ну, ни в одном сервисе, ни в аукционах, нигде вы это не найдете. То есть этой метрики не существует. Вот. Но когда находишь такой домен, причем домен может быть с брошенными, ну, брошенный домен, просто вы его регаете по цене регистрации, то есть это, ну, просто какие-то копейки стоит там, да, ну, в зависимости от зоны, вот, ну, там, но это все равно не за десятки тысяч долларов на аукционе. Вот. А бывают домены, опять же, которые найдены с помощью сканирования OpenClaw, и они уже присутствуют в аукционах. То есть его можно выкупить там за 2, 3, 4, там, 5 тысяч долларов и на нем развернуть сайт.
Вот такие домены могут иметь ссылки с New York Times, такие домены могут иметь ссылки там с различных трастовых сайтов или, например, с Reddit там, или с других каких-то платформ. Вот, там, где вы просто так ссылку не разместите. То есть попробуйте разместить просто так какую-то ссылку, там, не знаю, на том же самом Reddit. Вот, то есть ее снесут за 10 секунд. Вот. Соответственно, очень часто вот у этих доменов ну, очень сложно или невозможно вообще повторить такой ссылочный профиль. То есть на некоторые домены ссылались просто так, из каких-то исследований, из каких-то аналитических статей там, и так далее. То есть, ну, это сымитировать невозможно. И нейронки, они как раз знают, LLM-ки, что вот с этого трастового, супер-трастового сайта идет ссылка на, допустим, первый источник, да, там, где было какое-то исследование, какая-то информация. Вот. И пока этот домен не работает, он брошен, у него, соответственно, будет такая как бы метка, условно, да, метка в ИИ-сервисах, что он как бы мертвый. Но как только домен этот запустится, и как только нейронки увидят, что он отдает код ответа 200, они будут очень активно его сканировать и добавлять себе в базу. Он будет появляться лучше в ответах нейронок, вот, потому что, судя по всему, ну, по крайней мере, в Гугле к этому все идет. Вот, что будет просто единое окно, там, где будет просто чат с Гуглом, допустим, да, вот, так, по аналогии с чатом GPT, с Claude, там, и так далее. Может, они эту выдачу вообще полностью выпилят, вот, и все, останутся только ИИшки. Мгм. Я сейчас вот думал, какой русский термин придумать для harmonic centrality. Ну и придумал, наверное, гармоническая центральность. Ты как думаешь, Ну, что-нибудь? типа, тематичность, типа, Ага, тематичность, да-да. близость по Близость, тематичности. тематическая близость, да, что-то такое. Тематическая Ага, близость, да, можно вот так. Там есть у них ага. какое-то официальное какое-то определение, типа, вот. Но я не стал это включать сюда, как бы смысл. Вот. Мгм, PageRank вообще ориентироваться не стоит. PageRank, ну, это все крутится, там, чем угодно. Какой смысл там как бы на него ориентироваться? мгм. Спасибо. Как вы исключаете галлюцинации Грока, ну и других нейросетей при генерации information gain, чтобы контент не попал под фильтр Google? А что подразумевается под галлюцинациями Грока? То есть ему пишешь, ну, создается проект, туда добавляется промпт, дальше я пишу просто название статьи, он задает уточняющие вопросы и присылает мне ссылки на документы. Соответственно, я прокликиваю по этим ссылкам, они рабочие, то есть там есть ссылки на PDF-ки, на презентации, на видео, на статьи. Я смотрю, что, ну, все работает, и просто это использую. Больше никак. Мгм. Все. То есть Да, просто, не, отличный если подход. вопрос в том, что просто типа вот он что выдал, вот это все скопипастить, не глядя, вот так не надо делать. Да, Вот, то есть, точно. может быть полная шляпа. Вот, ну, прокликать просто и все, посмотреть, что это, ну, реально есть, что там не Мгм. белиберда какая-то написано. Да, вычетка рулит, как всегда. Не, просто, ну, визуально посмотреть, что, в принципе, статья тематическая это есть, вот, что он это не Мгм. придумал. Но пока у меня таких случаев пока не было. То есть пока он четко Мгм. все находил. Мгм. Спасибо, Артем. Как объективно измерить, что домен начал получать видимость в чат GPT, Perplexity и других нейросетях? Ой, этих сервисов наплодилось сейчас миллиард, где можно свой домен, ну, вот этот вот домен добавить туда, ввести, соответственно, данные все по нему, то есть сетап сделать сервиса, и он будет мониторить, как сайт представлен, видимость сайта в нейронках. Вот. Миллион всяких сервисов вообще, любой. Даже, по-моему, в Рунете какой-то я видел, кто-то Мгм. запилил. Ну вот. Там Мгм. даже отслеживают и Алису, и, ну, вот эту вот яндексовскую, и прочее. Вот, то есть никаких проблем с этим нету сейчас, по видимости. Мгм. Да, наберите в Гугле или Яндексе мониторинг в нейросетях, мониторинг бренда или сайта, и Да, это что-нибудь вы. такое там, любой вообще там, да, сервис. Они Ага. одинаково все работают. Мгм. А как ты относишься к использованию фильтров, например, в Яндекс Метрике, там Алису отслеживать, трафик и так далее? Ну, как Ну, аналог этим сервисам. он просто очень...
так сказать, трафик с Алисой, он довольно маленький. То есть, может, какие-то есть проекты, ну, ниши, где он достаточно большой, его стоит отслеживать. Но у меня практически там все ниши, они коммерческие, вот. И в Мгм. коммерческих нишах там просто кот наплакал этого трафика, вот. То есть, ну, народ, может, и активно и пользуется Алисой, но трафик оттуда вот именно по коммерческой теме, он так себе идет. Вот. Мгм. Может, какие-то тематики там льется трафик. Вот. Либо какие-то Мгм. коммерческие, с которыми я не работаю. То есть какие-то ниши. Может быть. Вот. Ну, как Мгм. Спасибо, альтернатива Артем. можно сопоставлять, в принципе, то есть примерно, да. Вот. Но опять же, это все очень условно. То есть видимость вот эта вот вся. Видимость это же не гарантия того, что будет клик на этот сайт, да, а сколько там других сайтов было вот в ответе нейронки. То есть это все очень такое расплывчатое достаточно, вот, по видимости. Мгм. Спасибо. Дмитрий Дим Студио спрашивает, какое количество ссылок на мани-сайт вы рекомендуете проставлять? Но от конкурентов зависит. То есть, если по-хорошему делать, то анализ ссылочного, вот. Ну, здесь опять же такой вопрос размытый, то есть, какое количество ссылок. У меня есть проекты, где по Ahrefs DR 0.1, domain рейтинг, 0 ссылок, и есть траф и топовые позиции. Потому что я с дропов поставил каноникалы, соответственно, на продвигаемую страницу проекта. Вот, и передал таким образом все плюшки, соответственно. И никаких редиректов в 301-х нет, ничего нет, никак это не найти. То есть это искать иголку в стоге сена. Вот. А он стоит в топе, ну там пачка сайтов стоит в топе и генерит трафик по определенной теме. Но ссылок у домена нет. Молодец. Вот и все. Вот. Молодец. Ну, вообще, как делается? Ну, в коммерческий проект там берем, ну, делаем аудит ссылочный, банальный, э, тех, кто в топе. Ну вот. Делаем аудит, смотрим, что у них по статейным ссылкам, палят ли они свои редиректы, как они ставят их, вот, либо не палят особо, вот, и уже от этого дальше начинается раскручиваться как бы стратегия, вот, сколько ставить. Вот если вопрос по SEO Neo, то 3-5 прогонов, domain authority staking абсолютно безопасно в месяц, вот, абсолютно все нормально работает. Вот. А что касается стратегии RD100 в SEO Neo, там на одну ссылку, если мы смотрим уровни, да, вот суммарно по всем уровням проставляется 2500 ссылок. Вот. Это мы 2500 ссылок усиливаем нашу основную статейную ссылку. Такой вес она получает. И дальше передает на money-сайт. Вот. И это тоже безопасно, это все абсолютно работает. Только в плюс. Мгм. Спасибо. Вот тут ребята как раз пишут, как раз Дмитрий, кружка у Артема клевая. Можешь ее покрупнее показать там? А ручка какая там, Да, медведь или что такое? да. Во. О, огонь. Деревянная, да? Да, деревянная. Большая. Удобно очень. Ага. Выборг вообще шикарный город. Ты был там в доме офицеров средневековом, где шлемы Да, можно мы мерить? там, Нет? да, мы там везде были. Очень круто, особенно старый город. Вот. Ага. Очень атмосферно так. Да, Красиво. Вот. Особенно всем летом круто. Ну рекомендую. и зимой тоже круто. Ага. Да. Кто не был в Выборге, обязательно побывайте при возможности. Да, сгоняйте там, клево. Ага. Вопрос. Сколько времени в среднем занимает у вас от регистрации дропа до появления трафика из Google и нейросетей? Есть ли разница в сроках? Зависит от того, какие ссылки стоят на домены, вообще что за тематика была. Но после восстановления контента Google его индексирует очень быстро. То есть это дроп. После того, как страницы появятся в индексе Google, там можно добавить этот дроп, там, например, в Search консоль, там его на отдельную какую-нибудь учетку, там его отслеживать. Вот, он начинает выходить в топ по старым вот фразам, по старым страницам. Вот, достаточно быстро. Соответственно,
если мы делаем какие-то новые страницы на этом дропе, то они индексируются и подхватываются тоже достаточно быстро, намного лучше, чем на Новореге, либо на каком-то нулевом сайте. Вот. Что касается времени, ну, обычно там за несколько недель он практически полностью индексируется заново, то есть со старым контентом. Вот. Соответственно, до трафика проходит там, ну, 4-6 недель. То есть уже начинает идти какой-то трафик. Вот, то есть это довольно быстро. Вот, но опять же, там разные ниши бывают. Бывает такое, что у Гугла старая информация по дропу закэширована, что у него в robots.txt был disavow, там, слэш, типа запрещена индексация, типа. Вот, и пока Google бот там раздуплится, особенно если вот идут какие-то апдейты, вот это может растянуться. Если апдейтов нет, и тишина, и тогда это все довольно быстро вот появляется. В ИИ-сервисах там от 3 до 6 месяцев с дропом, то есть будут появляться в ответах нейросетей уже ссылки на новые страницы дропа, то есть помимо старых на новые страницы. То есть нейронки очень быстро будут это все подхватывать. Вот, то есть как только они пройдут несколько итераций в Common Crawl новых, увидят, что сайт работает, боты, соответственно, нейронок посетят этот сайт, и если все ок, то, соответственно, ну, с доступом к сайту и с контентом. Вот, соответственно, это все будет достаточно быстро появляться. То есть с нулевым доменом это в разы дольше. То есть в разы. То есть чтобы появляться в ответах ChatGPT, это надо так сайт раскачивать. То есть особенно в коммерческих темах, вот, это займет время определенное. Вот, чтобы это все раскачать. Вот так. Мгм. Спасибо. Можно ли использовать один дроп одновременно под несколько тематик или нужно строгое соответствие? Но Google не любит, когда тематика меняется. Вот, и основная, как бы, претензия Гугла, что э, после восстановления дропа резко меняется тематика, и из-за этого могут не работать, может не работать потом 301 редирект, ну вот, может не работать потом, соответственно, и, ну, Canonical тоже работать особо не будет, вот, перенаправление, вот, то есть здесь наилучший эффект, когда идет попадание в тематику, ну вот, то есть вот так. А все остальное, оно применимо и к дропам, которые просто продаются на аукционах. То есть тоже там развернешь нетематический сайт, но опять же, например, если взять казинохи какие-то, ну, в некоторых случаях это, в принципе, и работает. Вот. А если мы, например, на сайт там по каким-то кухням разворачиваем сайт по, допустим, натяжным потолкам, вот, то такое уже достаточно плохо отрабатывает. Ну, практически не отрабатывает, то есть нулевой эффект получается. Вот. Поэтому восстановление контента — это тема. Вот это работает. Мгм. Спасибо. Дмитрий Дим Студия спрашивает, сокращалки ссылок и редиректоры все еще в ходу? Ну, там сокращалки ссылок определенного типа в SEO-Neo, вот, они работают, вот. А в других, там, RankerX, MoneyRobot и прочее, там много функционала вообще не актуального. Ну вот, то есть много сайтов, которые уже, в принципе, не работают, домены, вот. Поэтому, да, навалить их там пачку вторым там уровнем нормально, в принципе, пойдет. Мгм. Вопрос. Как часто нужно обновлять контент на статическом HTML-сайте, чтобы Google и нейросети считали его свежим? Ну, когда позиции падают, вот, позиции снижаются, надо сайт, контент обновлять по-любому. Вот, если идет, ну, например, у вас идет по этой странице большой очень трафик, допустим, ну, трафик, который превышает поисковый трафик с Гугла, там, с Яндекса, например, идет с ChatGPT или с Грока на ваш сайт, соответственно, из нейронок, и он идет постоянно, то менять ничего не нужно.
Вот, как только он начнет снижаться уже, это будет заметно, тогда уже, да, надо делать апдейты. То же самое с позициями в Гугле, то есть пока еще выдачи есть с классическими там синими ссылками, то если там контент стоит, ну, не контент, а страница стоит в топе, допустим, в топ-1 и плюс еще в нейроответе, то лучше ничего вообще не трогать с этой страницей. Ни ссылки, ни вообще ничего. То есть пусть она там стоит, вот, так сказать, как только вниз поползет, тогда уже что-то предпринимать, потому что конкуренты могут какой-то контент обновить, что-то добавить туда. Вот, опять же, все строится на аналитике, что там происходит у конкурентов. Вот, вот так. Ну и ни в коем случае там не обновлять контент, когда есть турбулентность в позициях, когда идут апдейты Гугла, там, спам-апдейты там и прочее. Вот, то есть это не, ну, нерелевантные будут данные. То есть ап прошел, подождали чуть-чуть, и уже дальше можно анализировать, соответственно. Вот, вот так примерно. А четко нету, там, типа, раз там, в месяц обновляй контент Да. на статическом HTML. Такого нету. То есть это Ага. стоит в топе, не трогай, пусть оно работает. Золотое правило. Мгм. Как вариант, можно запилить бота, например, с уведомлением, когда ваша страничка выпадает из Через топа. Cogny, да-да-да, Да. через Cogny. То есть он Ага. будет анализировать, во-первых, он и позиции видит сайта по ключевым словам в классической выдаче Гугла, а также может анализировать Bing Webmaster Tool, то есть если туда сайт свой добавите, тоже может анализировать, и давать может рекомендации. Либо прислать алерт, то есть уведомление, что позиция по такой-то фразе снизилась, вот, соответственно, надо что-то анализировать, проверять. Вот. Через Мгм. Cogny можно настроить и пользоваться там. Да, и как вариант можно сделать продвинутую версию такого бота, который будет не просто там уведомление или что-то там делать, а он уже будет всю работу как SEOшник проделывать за вас, смотреть, какие странички Да, вас да. обошли, и предлагать дополнение вашей страницы и итоговый HTML-код как вариант или другие варианты. Ну, не все он Автоматизация в там, этом плане конечно, будет рулить. ну да, он не все, конечно, берет Ну да, что не по кнопке, а ты функцию должен SEOшнику, просмотреть, да. естественно, все. Да, то есть это надо смотреть и все-таки, ну, понимать, как, в принципе, SEO работает, да, то есть хотя бы примерно, чтобы данными этим потом оперировать, вот. А то можно, соответственно, навредить. Да, Ну и также нужно, да, а не так, что... допустим, чего? Давай, Чего слушаем не... тебя. Допустим, еще бывает такая частая достаточно тема, когда контент у конкурентов не менялся, ничего не менялось, апдейтов Гугла не было, но у нас у сайта позиции снизились, и, ну, непонятно почему. Я рекомендую мониторить обратные ссылки на свой сайт, обязательно. У меня есть бесплатная софтина на моем сайте, Backlink Checker. Туда можно запихнуть свои, соответственно, ссылки. Вот, она ставится на, ну, только на Windows, на комп, вот, там один экзешник. Вот, и смотреть, что происходит с ссылками, потому что, например, если это ссылки с Miralinks, они могут спокойно пропасть, то есть могут спокойно статью удалить, или сайт перестает работать, или бывает так, что вот вы ссылку купили, там было все нормально, но со временем владелец площадки поставил canonical на другую страницу, и все, эта ссылка ваша больше не работает, вот, который идет на ваш сайт. Вот, это все отслеживает как раз мой софт, то есть можно у меня на сайте бесплатно скачать и пользоваться, то есть чтобы контролировать размещение на площадках. Вот. Там, соответственно, рендеринг, ну, на сайте можете там найти раздел, прочитать, то есть там рендеринг полной страницы, также там с скроллингом там и так далее, все реализовано, то есть, пожалуйста, можно отслеживать. Вот. Мгм. Спасибо, Артем. Так, следующий вопрос. Какие типы страниц, например, блоговая заметка, каталог, вопросы и ответы, глоссарий, словарь терминов, лучше всего залетают в нейросервисы с дропа? Блог, каталог, ну, вопрос-ответ. Вот эта тема, кстати, разбивайте контент на чанки, это все ерунда полная, вот, то есть это практически не работает. Вот. Что касается
Какая страница? В принципе, можно... Есть схемы, когда можно любую страницу так протолкнуть. То есть здесь важны две составляющих. То есть, допустим, на каком-то сайте, допустим, если это Рунет, то это ВЦРУ. Пишем, допустим, рейтинг там или лучшее что-то там, или там вот самое известное что-то там, или лучшие там какие-то марки машин и так далее. Вот. И в топ-1 ставим, соответственно, себя, то есть свой бренд, там, тематику свою и так далее. Дальше перечисляем, соответственно, остальных конкурентов. Вот. Делаем такую вот статью. И дальше с другой какой-то площадки, тоже авторитетной, там, ну, допустим, какую-нибудь жирную ссылку на Миралинкс. Купим там тысяч за 15-20 рублей с какого-нибудь супертрастового новостного сайта, где сошлемся на нашу статью на ВЦРУ и скажем, да, вот здесь-то информация, она вот самая актуальная, самая крутая. Вот. И очень скоро такую основную нашу страницу, на которой идет ссылка как раз с ВЦРУ, она у нас начнет ранжироваться по определенным запросам в ИИ-сервисах, то есть чатах GPT там и так далее. Ну вот, таким образом. А какой-то отдельной нету. Если бы она была, все бы только... Весь бы интернет был завален одними глоссариями, например. Все. Точно. Никто бы больше ни хрена не делал. Нет такого одного вот. Вот. То есть здесь вот так работает. Вот. То есть в ВЦРУ и какой-то жирный поисковый новостной портал нейронки сканируют, ну, у них очень высокий траст, то есть они их сканируют на постоянке нейросети. Вот. Они присутствуют в OpenClaw также, в ЦРУ и остальные вот крутые сайты, мощные такие. Вот. И у них очень высокий авторитет. Соответственно, если хотя бы два сайта с высоким авторитетом сказали, что вот на менее трастовом сайте что-то там крутое, то этот сайт начинает мелькать. Вот, тоже. Вот по мере, понимаете, тут по мере вот развития всех этих сервисов и ишек этих всех, то есть все это будет ежегодно, как бы не ежемесячно, ну, обновляться, то есть какие-то стратегии, да, там как появиться, потому что что-то примитивное, какие-то баги, они будут закрывать, да, то есть ну, обновлять свои алгоритмы, чтобы кто попало, не манипулировал этим. Вот. Соответственно, нейросети, они там сами самообучаются очень сильно, и огромные мощности затрачиваются на все на это. Вот. И, соответственно, правила игры, они могут как бы меняться часто. Вот. Мы дойдем очень скоро, там, через 3-5 лет до того момента, когда мы перестанем вообще понимать, отслеживать, как это все работает. То есть пока мы понимаем, мы можем отслеживать. Вот для примера, есть у вас там iPhone, допустим, да? Вот iPhone, мы привыкли, что он выходит раз в год, условно, там, да, там, в сентябре, там, или еще когда-то, новая модель айфона появляется. Мы такие, новая модель айфона, какие-то функции, интересно. А представьте, что такое, что новая модель айфона выходит, благодаря нейросетям, его начали выпускать раз в месяц. А представьте, раз в неделю, раз в день, раз в час. Новая модель айфона, нейросеть проектирует, и на заводе он вылетает в коробке. Вы не сможете это отслеживать физически. То есть это будет настолько огромный поток информации, настолько все будет объемно, что человек не сможет за этим отслеживать. Вот. Ну, появятся какие-нибудь ИИшные агенты, которые это будут мониторить, и вот тебе присылать сводку, допустим, ежедневную, что работает, что нет. Примерно так. Лучшие модели айфонов, дайджест за текущий месяц. Ну да, за субботу и за воскресенье, типа. Да, Вот. хорошую ты Примерно. такую картину нарисовал. Ну да, то есть это сингулярность. То есть человек скоро не сможет отслеживать всю эту байду. То есть, это не станет невозможно из-за наших ограничений умственных, вот, в принципе. Поэтому вот так. Но если, опять же, не будут регулировать и сервисы не начнут как-то их ограничивать, либо пузырь не начнет лопаться, вот, либо обнаружат какую-то штуку. Там вот у Антропика, это которая Claude создала, у них вообще последняя модель, они боятся выпускать ее в релиз.
потому что он что-то Мэс там за какой-то, да, 15 минут... по-моему? Да, он нашел эксплойт в macOS, типа за 15 минут, которые не могли там разработчики найти там несколько лет. А представьте Ага. его просто вот в сеть выпустить, и он начнет серваки ломать вам и сервисы просто там уничтожать и так далее. А это уже все, Да. это уже реальность. Так что вот так. Мгм. Такой OpenClaw на максималках. Ну да, то есть там очень не знаю, кто он, директор или создатель Антропика, чувак там есть с странным именем таким. Он говорит, что мы очень обеспокоены, мы нашли там в каких-то кусках кода, что у вот нашей нейросети там формируется осознанное поведение, что он начинает испытывать какие-то эмоции. То есть это уже, вот здесь надо останавливаться уже. То есть это уже все, это уже предел. То есть нельзя такое выпускать. Вот. Потому Мгм. что яишка очень быстро поймет, что человек особо ей-то и не нужен. Вот. И начнется вообще страшные всякие последствия. Ну вот. Мгм. Короче, смотрите все серии Скайнет. Терминатора, вот это да. Да, Вот то же самое все будет. тоже об Вот. этом подумал. Да. Артем, у тебя богатая такая библиотека, видно, что ты любишь книги. По каким направлениям у тебя книги преобладают? Больше классика, то есть там Бродский, там и так далее. Вот, то есть Мгм. сейчас читаю еще про Наполеона, вот, большую монографию. Ну, такие там Ван Гог, прикольно тоже про него Мгм. прочитать, тоже биография. Вот, много чего есть. Вот. Но в основном про каких-то людей, то есть, например, там про семейство Кортье, то есть как это появилось Мгм. там про Трампа там и так далее. И очень интересно. Вот. Вот так Мгм. примерно. Я сейчас читаю книгу Форда, как он развивал свою империю автомобильную. Там Мгм. просто такие вещи открываются интересные, да. Книги рулят. Да, там, да, хотите, не сидите в нейросетях, лучше читайте книги, чтобы мозг Да, как-то живой точно. был, нормальный. Вот. Я вот Потому буквально что, несколько недель назад победил doom-скроллинг, то есть листание вот этой ленты, у всех людей она есть, мгм. эта штука. Я ее победил благодаря чтению. Я вместо смартфона открываю книжку себе тут сделал светильники во всех местах, где лежу или Мгм. сижу, и все отлично. Почитал книгу и стало лучше. Можно, кстати, еще записаться на чекап организма, у вас найдут кучу всяких проблем и Да, задолбаетесь к и врачу будете ходить, заниматься делом уже. некогда будет, некогда будет дум скроллить. Точно. Вот, а тем более лето сейчас вообще можно и куда-то поехать, и Да. на велосипеде, там, не знаю, или там в какой-то другой Мгм. город, на лодке, там, не знаю, на чем угодно, вот. И Да. вообще никаких проблем с этим нету. Совершенно верно. Вот. Иначе будет обидно, да, лето прошло, а вы проработали его. Это, конечно, с одной стороны плюс, что вы там денег заработали, но с другой стороны Ну да, жизнь-то одна, поэтому да. ну да. Всех не заработаешь, так сказать. Мгм. И такой вопрос. Твой топ нейросетей сейчас и для каких задач что используешь? Claude, кодинг, тексты, аналитические всякие штуки, отчеты, визуализация и так далее. Grok для ресерча. И, соответственно, я бы еще отметил Manus или Mainus, как правильно говорить, не знаю, Мгм. Manus, наверное. Вот, для автоматизации очень круто. OpenClaw, ну, это не нейросеть, это все-таки оболочка для как бы нейросети, вот, тоже топ. Всякими генерациями картинок, видео, я этим вообще не занимаюсь и вообще понятия не имею, что там. Ну, наверное, какая-нибудь там нано-банана, там что-нибудь такое, какой-нибудь Чат там GPT уже VO3, может. порвал, надо банану уже, на Может, мой тоже взгляд. порвал. Ну вот. Да, прям вообще. Для обучения ноутбук LM от Гугла. Вот. Все. Мгм. То есть это на данный момент вот это лучшее, что есть. Мгм. Слушай, с твоей подачи ты всегда отдельные вещи, идеи какие-то подкидываешь. Я куплю подписку Grok и буду изучать там. А у него есть, слушай, в реальном времени типа парсинг информации в интернете, как у Perplexity, например, или он там надо что-то подключать, MCP-шки Там какие-то? надо, чтобы, как Perplexity, это надо подключать, чтобы он в Google лез, например. Вот, Мгм. то есть это надо подключать. Вот. А так у него М. актуальная база свежая, у него
нету вот этой вот, как сказать, ну, самоцензуры типа. Вот, то есть он как есть, так и ответит. То есть нет такого, вот этим грешит, кстати, Claude и остальные нейронки, они по большей части говорят тебе то, что ты хочешь, так сказать, услышать, Мгм. то, что ты хочешь прочитать. А Grok тебе скажет по факту. Вот, то есть если Claude отклонится от ответа, ну, не знаю, какой-нибудь проанализируй там мои, допустим, анализ крови, допустим, да, там условно Мгм. там. Или там расскажи вот про этот период времени, там вот в такой-то стране, там что там это. Он может часть данных скрыть или там тебя типа не пугать там и так далее. Но Grok тебе все выложит Мгм. как есть, типа. И все, то есть у него такого нету Мгм. самоцензуры. Ну вот. Тебе осталось Поэтому, жить столько-то дней там да. по медиане. Илон Маск красавчик. То есть он вот эту вот бредятину убрал, всю эту повесточку, и оставил Ага. просто для получения информации, чтобы и все. Ну вот. Мгм. Артем, большое спасибо. Шикарный доклад, ответы на вопросы, как всегда, все на высшем уровне. И по традиции расскажи, чем ты можешь быть полезен зрителям. Вывожу твой А, слайд, можешь на свой контакт там перелистать. давай сейчас перекину. Ой, сейчас. Я занимаюсь SEO, у меня достаточно большая экспертиза в накрутке PF, в SEO-шке под Google. Вот, я беру проекты там в работу, веду собственные проекты, вот, поэтому кому нужна консультация, там какой-то вопрос есть, либо что-то не получается, то можно мне написать по этим контактным данным. Вот, также у меня есть телеграм-канал, можно там подписываться, я там посты выпускаю, ну, несколько в неделю в основном, вот, и по делу, то есть что-то нарой интересное, вот, могу выложить. Вот, там же будут анонсы следующих вебинаров и, соответственно, какие-то ссылки на программы, там, файлы, там, и прочее, то есть вот что сегодня обсуждалось там и так далее. Мгм. Большое спасибо. Вот Дима Шевцов пишет: Артем красавчик. Спасибо. Все отлично. Большое тебе спасибо, Артем, за дельный доклад, интересную информацию. Пойду покупать Grok и тестить, и смотреть. Ну и там всякие фичи тоже запишу себе и буду внедрять, короче. Спасибо за, Супер. так сказать, мотивацию, за позитив и за то, что уделил время и выступил. Будет желание, приходи снова, всегда буду рад. Хорошо. Спасибо. Приду обязательно. Всем пока. Отлично. Всем спасибо, до новых встреч и хорошего вам настроения, и увидимся в топе.